Все майки. Интернет-магазин одежды и сувениров с принтами. Здесь вы найдете подарок для себя или близких, а принт сделает его особенным. На сайте есть конструктор для создания своего дизайна. Выберите любой товар и загрузите свою картинку. Подарки от Все майки доставят максимум положительных эмоций. Используйте ссылку в описании и мой промокод. Всем огромный привет, это канал На Ладони DIY и я Маша Зайцева. Нужно много всего успеть, поэтому я начинаю подготовку к Новому году. К сегодняшнему видео я подготовила 5 несложных идей оформления дома, благодаря которым новогодний праздник станет ярче, а подготовка к нему радостной и уютной. Для первой идеи взяла несколько видов бумаги. В бежевом цвете пергаментная бумага, в белом калька. Очень важно, чтобы бумага не была слишком плотной. Третьей стала черная бумага тишью. Начинаю с белой кальки, нарезаю из нее прямоугольники. Таких прямоугольников понадобится несколько. Немного позже будет понятно, сколько именно нужно листов. С такими большими листами не очень удобно работать, поэтому разрезаю их пополам. Для удобства снова складываю пополам и вырезаю на бумаге со стороны свободного края лучики. Здесь совсем не обязательно, чтобы они были одинаковые, поэтому делаю это произвольно. И у меня получилось вот так. Теперь можно расправлять. Бумага была в рулоне, поэтому у меня получились вот такие забавные кудряшки. Из этого листа начинаю складывать гармошку. Бумага тонкая, поэтому это нужно делать очень аккуратно. Готово. Эту гармошку складываю пополам и склеиваю. Получаются вот такие веера. Теперь их буду склеивать между собой. Для того, чтобы набрать достаточную пышность, мне хватило 6 таких элементов. Крайние элементы склеиваю между собой, и получается вот такая пышная снежинка. Из плотной белой бумаги вырезаю круги 3 размеров. Первый большой круг приклеиваю с изнаночной стороны снежинки. Благодаря ему снежинка стала прочной и хорошо держит форму. Из листов бумаги меньшей ширины сделала еще одну такую же снежинку. Ее буду приклеивать к первой большой снежинке, но сначала наклеиваю кружок поменьше и уже сверху приклеиваю ее. Из бумаги других цветов также складываю гармошечки и склеиваю в такие же пушистые снежинки. В зависимости от бумаги для одной снежинки может понадобиться разное количество вееров. Диаметр снежинок можно регулировать изначальной шириной листа, и их размеры могут быть какими угодно. Для оформления третьего, самого маленького кружка понадобится двусторонний скотч. Наклеиваю кружок на скотч и вырезаю. А затем вырезаю из него звездочку, прорезая лучики. Эти звездочки сделаю золотыми. Использовать буду трансферную поталь. Чтобы поталь приклеилась к бумаге, нужна липкая поверхность. В двустороннем скотче отклеиваю защитную пленку и липкой стороной накладываю на поталь. Разглаживаю, а затем отклеиваю звездочки. Такие звездочки можно вырезать из блестящего фоамирана, обсыпать блестками или покрасить золотой краской. Но мне в данном случае поталь нравится больше. Звездочки получаются как будто зеркальные. Эти звездочки приклеиваю в центр получившихся снежинок. Такой бумажный декор сделать очень просто и быстро. К тому же он бюджетный, зато выглядит очень воздушно и празднично. И будет здорово смотреться на стене, шторах или в виде елочного украшения. Подвешивать снежинки буду за петельку на стену, куда аккуратно воткнула иголочки. Нашла у себя 2 вот такие симпатичные баночки квадратной формы и решила их использовать для второй идеи. Поверхность баночки обезжириваю и подготавливаю шаблоны с изображением разных маленьких домиков. Из-за того, что банка квадратная, вырезаю необходимый фрагмент для одной стороны и прикладываю изнутри, закрепив канцелярским скотчем. Рисовать буду белым контуром для стекла и керамики. Обвожу шаблон, проводя тонкие линии. У тюбика длинный тонкий кончик, работать им очень удобно. Главное, очень плавно надавливать на сам тюбик. Обвожу контуры зданий, двери, а окна рисую не как на шаблоне, а как получится.
Одна сторона готова, можно заняться следующей. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не смазать нарисованные контуры. Краска сохнет около часа. Картинки с домиками чередую. Одинаковые делаю на противоположных сторонах. Чтобы углы не оставались пустыми, нарисую там елочки. Вторую баночку решила оформить по-другому. Также обезжириваю поверхность и рисую гирлянду с лампочками. И делаю это уже без шаблона. Обе баночки оставляю высохнуть. На стекле такие контуры держатся хорошо, и банку можно мыть. Но для большей прочности и долговечности изделие можно дополнительно прогреть в духовке. Баночки немного заснеживаю. Ставлю маленькие точки над домиками и вокруг гирлянды. Крышки от этих баночек также не останутся в прежнем виде. Их я покрашу в белый цвет акриловой краской с помощью губки. Не лишним будет и покрыть их лаком. Также я немного украсила крышки точками контура. Баночки стали нарядными, и теперь их можно использовать для разных целей. Если насыпать на дно немного обычной соли и поставить в центр маленькую чайную свечу, то получатся чудесные подсвечники. В остальное время их можно использовать для хранения, а также, положив в них что-то вкусное и полезное, можно преподнести в качестве подарка. Снова на улице становится холодно, и мы снова достаем свои теплые куртки и шапки. В уходе за ними очень помогает отпариватель, как после долгого хранения, так и после стирки. Я уже целый год пользуюсь ручным отпаривателем от бренда Steam One и очень им довольна. Он быстро и деликатно разглаживает вязаные вещи, шторы, случайные заломы на одежде, мебель, а также нежные блузки и рюши. И при этом не оставляет блеска. Отпариватель очень мощный, умеет работать в двух режимах – эко и максимальный. Выбор режима зависит от ткани. И при этом он имеет минималистичный дизайн и стильный корпус с приятным покрытием. Воду можно использовать прямо из-под крана, отпариватель не боится накипи. В комплекте есть крючок-присоска, который можно прикрепить на любую гладкую поверхность и отпаривать вещи буквально в любом месте. Также есть вот такой удобный переходник для присоединения собственной тары с водой, если планируется долгая эксплуатация или, например, поездка, в которую можно не брать стандартный резервуар. Если вы заботитесь о своей одежде и предпочитаете передовые технологии и дизайн, то отпариватель от Steam One точно будет отвечать вашим требованиям. Эксклюзивно на сайте такой отпариватель представлен еще в двух цветах, которые отлично подойдут для подарка. А заказать его можно по ссылке, которую я оставила для вас в описании. Для третьей идеи купила 2 листа фетра коричневого цвета. Как вы уже догадались, это цвет медовых пряников, именно их я и буду из него делать. Выбрала 5 разных форм. Сначала вырезаю их из бумаги, а затем обвожу на фетре. Ссылки на все шаблоны из сегодняшнего видео найдете в описании. Чтобы 2 раза не делать одну и ту же работу, складываю 2 листа фетра вместе, чтобы за один раз вырезать все фигурки. И вот такие дубли у меня получились. Обрезки от фетра также можно использовать, как я уже показывала в одном из видео. Если вырезать из них кружочки, а затем прошить, сделав по центру строчку на машинке, то получится симпатичная гирлянда. Использовать ее можно в оформлении дома или подарков. Возвращаюсь к моим пряникам. Их обязательно нужно украсить сахарной глазурью. Карандашом намечаю эти линии, сначала по контуру, а затем делаю внутренний узор. Для глазури беру белую толстую пряжу и обычную тонкую швейную нитку. Наносить глазурь буду в технике коучинг или выкладная нить. Толстую нить накладываю на проведенную линию, а тонкой ниткой закрепляю ее на основе. Контур получается толстенький и аккуратный. Дополняю оформление желтыми бусинами. У меня получились вот такие пряники, но пока они мягкие и некрасивые с внутренней стороны. Буду наклеивать их еще на 1 лист фетра. Можно взять такого же цвета или белый, как это сделала я. После того, как клей-карандаш высохнет, пряники можно вырезать. И теперь они стали намного плотнее. Чтобы сделать их многофункциональными, приклеиваю с задней стороны зажимы.
Такими пряниками можно украсить елку или елочную гирлянду. Также можно закрепить их на нити и украсить стену. А еще этот фетровый пряник может поучаствовать в оформлении подарков. Для следующей идеи я купила красную белую ткань. Это Велсофт. Он невероятно нежный, мягкий и очень теплый. Шить из него буду одежку для ножек. Ведь в холодные зимние дни очень важно, чтобы ножки были в тепле. Сначала нужно сделать измерение. Обвожу ступню на листе бумаги. Сначала правой ноги, а затем здесь же обвожу левую ступню. Провожу еще раз, выбирая что-то среднее между первым и вторым вариантом. В идеале должно получиться симметрично. Эту деталь накладываю на красную ткань и вырезаю с отступом 1 см. Подготавливаю 2 такие детали. Так, теперь нужно измерить подъем стопы, добавив по 1 см с 2 сторон. А также вот это расстояние от подъема до пола, также плюс 1 см. Переношу свои измерения на бумагу. Тем, у кого 38 или 39 размер, подойдет моя выкройка. А если нужны носочки большего или меньшего размера, вы сможете расчертить выкройку по такому же принципу, учитывая ваши данные. Верхнюю часть скругляю и получается вот так. Вырезаю 2 такие детали на красной ткани, теперь уже без припуска. Он здесь учитан. На стельку накладываю верхнюю часть так, чтобы пятка слегка выглядывала. Так в самый раз. 2 части скрепляю между собой зажимами. И теперь эти 2 детали нужно сшить между собой. Делать это можно как вручную, так и на машинке. Мне удобнее и быстрее сделать это на машинке, поэтому делаю аккуратную строчку. И получается мягкий тапочек. Чтобы сделать заднюю часть, измеряю пяточку, ее длину и высоту. 2 уголка на получившемся прямоугольнике скругляю и, положив бумажную выкройку на ткань, снова вырезаю 2 детали. Скругленные углы должны быть повернуты к пятке. Складываю и также скрепляю зажимами. После чего снова делаю строчку. Ну вот, такой носочек уже не упадет с ножки. Но чтобы сделать его повыше, нужно сначала убрать лишнее, а именно вот этот уголок. На 2 тапочках отверстие должно быть одинаковой длины. У меня оно составило 15 см, поэтому умножаю 15 на 2 и добавляю 2 см на шов. Подготавливаю еще 2 шаблона. Из первого выкраиваю 2 детали голенища. С одной стороны прошиваю частым зигзагом, чтобы ткань не сыпалась. Затем сшиваю 2 края. Голенище готово. Можно пришивать его к основной части носка. Шов располагаю сзади. Все скрепляю и прошиваю на машинке. Получилось вот так. Внутренние швы можно обработать зигзагом или петельным швом на руках. Выворачиваю, и снаружи сапожок выглядит вот так. Ему совершенно точно не хватает белых элементов. Второй шаблон складываю пополам и еще в несколько раз, чтобы удобно было вырезать одинаковые язычки. Вырезаю все эти зигзаги на белой ткани, складываю и прошиваю с отступом. Обязательно срезаю все уголки и делаю надрезы между язычками, чтобы аккуратно вывернуть деталь. Мне это больше всего напоминает заснеженные сосульки. Расположить их можно, направив вверх или вниз. Мне больше понравился вот этот вариант. Накладываю белое обрамление на край носочка с небольшим отступом и петельным швом пришиваю к голенищу. На кончике всех язычков буду пришивать вот такие золотые мягкие помпоны. Сделать их очень легко из кружочка ткани. Прошиваю по краю швом вперед иголку, а затем стягиваю нить.
Внутрь кладу немного холофайбера и сшиваю край. Такие золотые помпоны сделают носочки нарядней. Такие нарядные носочки согреют, когда будет холодно, добавят новогоднего настроения, а также могут стать замечательным подарком для самых близких. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ткань покупала с запасом, поэтому не выдержала и сшила такие носочки для всей семьи. Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Для следующей идеи взяла 10 сантиметров золотой ткани. Буду вырезать из нее вот такие звезды. Шаблон накладываю и обвожу. Чтобы сделать одну звездочку, понадобится две такие детали. И, кстати, да, вот именно из этих обрезков я и сделала помпон для новогодних носочков. Детали складываю блестящей стороной внутрь и скалываю, чтобы прошить на машинке по краю с небольшим отступом. Обязательно оставляю небольшую часть не зашитой. Уголки обрезаю и также прорезаю между лучиками. Теперь звездочку можно аккуратно вывернуть с помощью карандаша и расправить все лучики. Наполняю звездочку гранулированным холофайбером, так, чтобы она стала пухленькой. Подворачиваю внутрь незашитый край и делаю еще одну строчку, немного отступив от края. Получаются простые, симпатичные звездочки, которые могут украсить и елку, и поучаствовать в создании гирлянды. Свои звездочки я повесила на кухонных светильниках прямо над столом. И мне очень нравится, как в них играет свет. Вот такие у меня сегодня получились идеи декора и не только. Как всегда, жду вашего мнения в комментариях. В следующем видео будем заниматься сюрпризами, подарками и всем тем, что сделает наш новогодний праздник ярким и незабываемым. Не забывайте ставить палец вверх под видео. Если не подписаны на канал, то жмите красную кнопку подписаться. Мы увидимся с вами совсем скоро и желаю вам приятной подготовки к Новому году и отличного настроения. А пока говорю вам пока!